Здравствуйте, мои дорогие, любимые друзья, мои уважаемые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео и оказались на канале Таро Немо. Таро-расклад, потоковая информация. Та информация, которую вам сейчас важно услышать и просто нужно. Зачем-то нужно, еще не знаем. Так вот, то, что вам нужно знать. Давайте и узнаем. И у нас сегодня волшебная колода Таро Ангелов-Хранителей. Очень добрая колода. Конечно, сделаем сигнификацию, чтобы понимать хотя бы, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Чем вы сейчас озадачены, может быть, какую тему, какой вопрос вы пытаетесь решить. Ну и раскроем потоковую информацию, уже не задавая вопросов, то, что вам нужно знать. Итак, кто сегодня к нам пришел на расклад? Кому сегодня Таро Ангелов-Хранителей готова поведать что-то очень важное, нужное? Итак, что о вас нам расскажут карты? Ну, тут настолько человек очень чувствительный, ну, буквально романтичный, может быть, да? Тот, который переживает все эмоции очень искренне. Тот, который способен любить, тот, который способен заботиться, тот, который способен сопереживать даже чужому горю, чужой боли. Тому, который, ну, не безразлично, наверное. Может быть, то, что происходит вокруг вас, да? Может быть, и то, что даже в вашей жизни вы, конечно, в этой карте есть значение, когда мы можем драматизировать. Но я бы сказала, это не так. Это, знаете, когда для натур такой тонкой душевной организации бывает очень сложно противостоять превратностям, противоречиям, которые приходят из внешней жизни, то, что не укладывается в наше понимание. Да, может быть, и есть какая-то драматизация. А почему? А потому что через эмоции, через себя, через свою душу вы пропускаете. Ну, давайте узнаем, что происходит сейчас. Вы можете здесь на кого-то надеяться, мои дорогие. По этой карте мы можем на что-то рассчитывать. Карта сама по себе, да, это как аркан повешенный. Какая-то пауза наступила, задержка, может быть, в делах. Когда вы пытаетесь, может быть, решить какой-то вопрос. И, кстати, вы могли оказаться в данной ситуации именно из-за того, что вы кому-то помогали. Может быть, это не просто даже на уровне эмоций, а именно тут прописано альтруизм. Поэтому я часто говорю, 12-й аркан, когда мы на что-то согласились, а потом сами остались в какой-то ситуации, как серая зона. Когда либо мы без ресурсов, либо мы сейчас не можем что-то предпринять, а прежде мы могли. Но вы как будто растратили определенные силы или собственные ресурсы. Ну, может быть, это и финансовые ресурсы. Все же две карты, сложно судить. И вот у вас сейчас не просто выбор, а у вас конкретная какая-то есть тема, которую вам нужно решить. Но что из этого у меня получится осуществить? Я не могу сказать, что это паника, но это какое-то сожаление. Это действительно для вас, да, вот еще одна карта, которая подтверждает. Вот эти 6 жезлов, которые вы, может быть, когда-то на это согласились, на какую-то сложность, какую-то многозадачность. Может быть, вот именно через вашу добрую душу вы себе несколько усложнили жизнь. И зависшая ситуация могла оказаться именно потому, что мы же верим, и вы верите. Нам показан тот человек, который и сам как бы не склонен шутить, может быть, в вопросах серьезных. Ну и, соответственно, вы доверяете. А почему нет, мы спросим, да? На самом деле так. Но тогда мы, знаете, как попадаемся на какую-то удочку, крючок, может быть, из собственных ошибок. Вполне вероятно, у кого-то из вас сейчас именно идет переосмысление. Окей, я помогала или помогал многим, а кто сейчас поможет мне? И наш расклад подойдет одинаково, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Поэтому да, тут есть нерешенная какая-то проблема. Причем эта проблема, вы, может быть, даже сейчас, есть все равно надежда, да, по первой карте. Вы не теряете
силы духа где-то, хочется сказать, да. Может быть, сейчас вот даже не случайно сложились так обстоятельства. Ну, наверное, это как нас пространство, Вселенная учит, что ты должен не усложнять некоторые вопросы, но и не быть наивным. У кого-то напрямую посмотрите, что в вашей жизни прямо сейчас. Девятка Земли. Но вот перед ней все то, что выпало. Кому-то, может быть, даже сейчас просто необходима финансовая помощь. Почему? Потому что, может быть, нужно... Все же это карта изобилия, процветания. Это карта благосостояния, когда мы удовлетворены с нашей жизнью. И я не исключаю, что у кого-то был как раз тот период, когда вы кому-то и помогали, потому что вы были сильными на тот момент. Но вот теперь у вас все несколько осложнилось. И, может быть, для кого-то это проиграется, потому что по этой карте у нас идут хорошие суммы денег. Вот кто-то из вас мог получать хорошие суммы жалования. Может быть, это у кого-то творчество, у кого-то это гонорар, может быть, да. А для творческих личностей это всегда несколько сложно, да. Потому что мы говорили, тонкая душевная организация. Но у кого-то банально может быть выплаты финансовые, платежи какие-то, которые вам нужно сделать, и эта сумма не маленькая. Но все равно человек оптимист. Эта карта называется «Мечтатель, мои дорогие». Ну вот, наверное, от начала до конца тут действительно очень добрый человек, очень чувствительная натура, который очень хочет быть счастливым. Это правда. Мы все, конечно, хотим. Но вот вы, видимо, это чувствуете как-то по-особенному. Для вас это как воздух. Много эмоций, мои дорогие. Но вот несмотря на ваше душевное тепло, на ваше доброе сердце, мои дорогие, видимо, так сложились у вас обстоятельства, что вот эта жесткая реальность вас поставила перед решением какого-то вопроса. Да, для кого-то из вас вы, возможно, сейчас все-таки это карта начала. Карта, кстати, веры, надежды. И вы, может быть, и надеетесь на его величество счастливый случай. Или когда вы в данный момент можете понимать вот так вот разумно, что да, вопрос какой-то нужно решить. Какой-то нужно как разрулить эту сложную ситуацию. Но я не могу сказать, что невзирая на какие-то превратности и сложности, вот на какие-либо паузы, или когда вы даже не знаете, как подступиться к решению какого-то вопроса. Но сказать, что у вас паника в душе, вот я точно не могу. Поэтому тут нам, скорее всего, показаны эти люди, которые имели или, знаете, как познали вот это благополучие, то, что вы создавали своими руками. То, что вы, может быть, не единожды выкручивались из какой-то сложной патовой ситуации. Тут нам показан человек, скорее всего, который надеется только сам на себя. Вот удивительно. Нам показывают вообще такую персону, которая как бы не живет материальным, по сути дела. Для вас материализм какой-то, он точно не на первом месте. Но сейчас сложилась какая-то ситуация, может быть, это судьба. Такие метаморфозы складывают, что чувства чувствами, романтизм романтизмом, да, или твоя душа, твое сердце, это все прекрасно. Но какое-то время позволила или позволил себе именно, может быть, и замечтаться. Нас реальность возвращает к жизни, потому что нужно решить четко какую-то задачу, преодолеть паузу. Или как выйти из какого-то небытия, я говорила, словно серая зона, не знаю, что делать. Время как остановилось, обратите внимание. Песочные часы как перевернуты. Ничто не движется, не развивается. Или, вполне вероятно, тот ваш план, мои дорогие. Вот вы смотрите расклад и ищете информацию. И каким образом, пытаетесь, может быть, просчитать, каким образом я могу сейчас, поскольку вы надеетесь на себя, исправить сложившееся положение. Или преодолеть, может быть, какую-то, ну, вот эту преграду, паузу, остановку. Здесь у каждого по-своему. Может быть, это и работы касается, почему нет, или заработков, да. Но я также не исключаю, у кого-то это может быть и по отношениям. Но, видимо, отношения тоже отношениями, но все же элемент материализма есть. И, может быть, у кого-то отношения, да, стали на паузу, и вполне вероятно, вы человек семейный, я тоже такое допускаю. Или пусть вы один, или одна,
Но все равно хочется сказать, здесь я не могу сказать, что в вашей жизни не было любви. По этой сигнификации я не могу сказать, что в вашей жизни вы не переживали, да, вот эту душевную близость с кем-то. Может быть, вы даже где-то сейчас находитесь в той сложной ситуации, которая как раз и требует решения отношений по части любовной какой-то истории. А может быть, это еще и связано с тем, что что-то складывалось поначалу хорошо, а потом, тем не менее, наступила пауза. Кто-то тоже открыл это видео и пытается распознать, как бы, да, сигналы судьбы, что это может быть для меня. Давайте еще пару карт раскроем, что о вас нам скажут карты. Ну вот, видимо, шаг за шагом, смотрите, вы понимаете, что вам сейчас, конечно, нужно действовать. Для кого-то из вас, смотрите, может быть, даже вот вы понадеялись на того человека, который находится от вас на расстоянии. У кого-то это может проиграться даже по работе. Вы искали работу, которая не в той местности, где вы находитесь, а вы пытаетесь освоить, может быть, какой-то ресурс или каким-то образом, как дополнительный доход, да, для себя вот обустроить, потому что складываются, опять же, так обстоятельства. И вам как могли пообещать, допустим, конкретный человек что-то, и точно так же могла быть какая-то виртуальная, назовем это так, может быть, организация и реальная, да, но это не то, что вы приезжаете конкретно в какую-то администрацию, разговариваете с глазу на глаз, а это где-то все онлайн. Или это все на уровне каких-то ресурсов. И тут тоже вот именно расстояние проигрывается. Либо расстояние между людьми, либо расстояние, когда я не могу как-то повлиять на определенный вопрос. Вот карты более конкретно раскрывают сложившуюся обстановку. И семерка мечей. Вот посмотрите. Именно в этой колоде девочка наша лежит, свернувшись каланчиком на жесткой скамейке. И рядом корзинка, в которой 2 яблока. Но девочка воин. Вот, наверное, это ваша основная сигнификация, мои дорогие. Такая ключевая карта. Меч как будто наготове, как в Древнем Риме. И мальчик, который подкрадывается к ней незаметно. И вот удивительно, у него 5 яблок, а у девочки всего 2. Тем не менее, ангел, вот в нашей колоде не в каждой карте присутствует ангел. И это как помощь высших сил. Или это какая-то ситуация, которая не только зависит от вас. Она сложилась при контактах с кем-то, или вот это был какой-то его величество случай, обстоятельства, может быть, так сложились. И здесь, вот в этой карте, именно в этой колоде, здесь есть всегда компромисс, мои дорогие, правда. Иначе не было бы ангела. Да, конечно, тут тоже нам подсказывают, что это по судьбе. Не случайно это произошло. Но все равно решение принимает каждый из вас. Так вот, по поводу мальчика. Подкрадывается как будто с тыла, и именно когда девочка спит. И я могу сказать, что, может быть, вы сейчас в такой ситуации, когда с вами кто-то пытается возобновить отношения, или поступило вам какое-то предложение. Может быть, вы рассматриваете, да, вот все-таки пауза и есть романтика. Хочется, может быть, мне довериться кому-то, а не могу. Хочется верить, что то предложение, которое поступило, или те отношения, которые сейчас складываются, они на самом деле что-то реальное, а не виртуальное, да. Ну, конечно, вы будете принимать еще решения, но здесь есть какая-то такая тонкая грань между обманов, мои дорогие, разочарованием, когда в отношении вас вы-то, как за чистую монету, вы от чистого сердца, а кто-то на этом вел свою хитрую игру, как вот этот мальчик. Он понял, он уже осознал, он пытается вернуться, а он боится. Ему страшно, поэтому он и заходит с тыла, когда девочка спит. И мы еще пока с вами не знаем, сколько яблок он положит в ее корзину. Всего 5, 7 пополам не делится. Оставит он себе 3 или все-таки 4. Вот какая-то такая запутанная история, когда невозможно, вы не видите, да, вот как эта девочка, она спит, она не видит. А тем не менее уже что-то вот вокруг вас происходит. И вы не видите, может быть, дважды, потому что у кого-то это может быть как с работой, да, я говорила,
Но не можем мы прийти в какую-то контору и вот конкретно спросить, задать вопрос. Общение по-другому строится. У кого-то то же самое, но это касается отношений. Достану еще одну карту. Пауза, мои дорогие. Пауза или какая-то заминка. И может быть вполне вероятно заминка по деньгам у кого-то также. У кого-то я, кстати, допускаю иногда семерка земли или семерка пентаклей свидетельствует о том, что мы ждем и не дождемся какой-то важный документ. Но в этой карте тоже посмотрите. Тут как бы тот процесс, который мы не можем ускорить. Ангел на заднем плане нам говорит, что тут для этого дела нужно какое-то время. Может быть, и то, что вы задумали, это тоже требуется время. Кстати, вы это можете сейчас понимать. Вот если, к примеру, это действительно финансовый вопрос, что как просчитался или, ну, как-то я не думала, что вот так вот все, именно теперь, может быть, все обернется. Вроде бы я и просчитала тоже раньше, но вот то, что сложилось теперь, это требует совершенно другого подхода. И вот что делать, наверное, как быть, основной вопрос, который вы сейчас задаете себе в первую очередь. Здесь нам опять же показан тот человек, который и не надеется особо. Да, может быть, вот мечтатель, да, начало. Но тут скорее начало это лично ваше. Что как будто я могу еще предпринять для того, чтобы выровнять сложившиеся обстоятельства. Ну вот насколько вам подходит такая сигнификация. Сложим карты и давайте будем узнавать потоковая информация. Абстрагируемся слегка, да. Устройтесь поудобнее. Ну вот ждите буквально, торопятся карты. Как у вас будет весточка из будущего. Может быть, это да что угодно. Или важная информация, которую вам кто-то принесет. Имею в виду, может быть, буквально. У кого-то это будет документ. А для кого-то из вас это та новость, которую вы случайно услышите. Иногда по этой карте дети тоже идут. Но для кого это актуально, новость от детей, она тоже может быть. Но здесь, знаете, я иногда говорю в других, правда, колодах, мы как можем сменить направление. Мы словно свернуть должны куда-то. И вот вполне вероятно, что-то скоро совсем, потому что тройка жезлов – это всегда карта будущего. Значит, в ближайшее будущее, подытожим, вы получите какую-то новость, известие, может быть, состоится разговор. Будьте готовы к тому, что, знаете, как внимать любую информацию, анализировать. Ну, а может быть, карты говорят, слушай внимательно, поэтому устройтесь действительно поудобнее. Давайте узнаем, что же для вас сейчас обязательно нужно услышать. И, может быть, вашу тему, вашу какую-то задачу переиграть или рассмотреть с какой-то альтернативной позиции. Что вам важно знать прямо сейчас? Но вот прямо сейчас как будто тебе нужно что-то просчитать. Прямо сейчас ты не можешь капитально что-то изменить. Ну, вот так. По этой карте здесь нужно максимально, может быть, у кого это финансовая ситуация, свести все траты к минимуму. Увы, четверка земли, это карта еще и жадины. Как будто настолько должен быть четким расчет, что, может быть, даже вы не можете, к примеру, да, вы собрались что-то приобретать или вы собрались что-то покупать, кому-то помогать. Вот эти суммы должны быть пересмотрены, потому что иначе ты как будто себя затянешь в какой-то омут. Может быть, и для вас, мои дорогие, вот точно, нам могут показывать, что ты действительно скоро узнаешь какую-то новость, которая тебя заставит изменить твои планы. Причем изменить, ну, может быть, процентов на 90. Будьте к этому готовы, что вам нужно знать прямо сейчас. И, скорее всего, у кого-то, посмотрите, карта Император. Карта Император будет говорить, что либо вы узнаете что-то, которое будет сопряжено с информацией от каких-то структур, организаций, получением, может быть, буквально какого-то письма. Может быть, это будет конкретный человек, достаточно ресурсный человек. Вы тоже можете что-то услышать. И вот эта смена планов, смена каких-то событий скоро будет вокруг вас происходить, когда вы то, что не предполагали, как раз вынуждает где-то вас организовать свою жизнь совершенно по-другому. Но все же эта карта, она предусматривает конкретную персону. Это как лидер. И одновременно это может быть структура. Поэтому
Это может быть конкретный человек, который занимает какой-то пост или должность, который не просто ресурсами, а может быть еще и материальными, и где-то, знаете, много связей, как мы говорим. Или у него есть какие-то механизмы влияния, возможно, на вашу ситуацию. Или как-то у вас сложится вот ваш, может быть, интерес и какая-то ситуация по работе у этого человека. У кого-то может касаться именно деловой сферы. Давайте еще одну карту достанем. Я точно так же не исключаю, конечно, это может быть и личная жизнь. И правда, вот я проговорила даже где-то сама сижу и проигрываю в уме, а что же это может быть за вообще сложившаяся обстановка. И вот карты нам говорят, правда, расстояние-то есть. Карта мира. Я не исключаю, что для кого-то из вас это с вами кто-то будет готов договариваться. Я не исключаю, что, допустим, у кого-то все-таки структура присутствует, а мы все разные. У кого-то может быть и спор в суде. Ну, может быть и так. И тогда как будто нужно, ну, так карты говорят, человек-то появится, да? Тот человек, который, он рядом, он сейчас с вами не находится, это точно. Это тот, который где-то на расстоянии, или, может быть, у вас с ним и продолжается общение, но пока это и еще во что-то не вылилось. Может быть, это у кого-то переписка, официальная переписка, а может быть и личная переписка. Какие-то перемены, два старших аркана рядом, и всегда карта мир, конечно, это последний старший аркан, говорит о реализации какого-то проекта. Может быть, это вот формируется как какое-то положение, например, или чье-то решение. Вот все зависит от сложности вопроса. И понятно, что вы даже не предполагаете, в какую сторону повернутся события. Но совсем скоро вы как будто об этом узнаете. И причем иногда рыцарь мечей будет говорить о том, что это, кстати, интеллект. И нам здесь буквально меч показывает, что направление 90 градусов вам придется менять, это факт. Но тут может быть такой момент, когда вы к этому либо не готовы, либо что-то произойдет внезапно, очень быстро. Будьте готовы. Вот вы как будто, да, тоже можем вот так рассматривать. Вы сейчас, может быть, где-то, мы по сигнификации говорили, паники в вас нет. Но тогда приготовьтесь, что вот этот, может быть, несколько дней, мои дорогие, сейчас пока относительное спокойствие, ну какой-то ровный такой промежуток, да, и вдруг снова начинает что-то меняться. И от вас потребуется быстрые действия, возможно, вам придется куда-то поехать. Я не говорю, что это далеко, хотя у кого-то как раз очень далеко. Вам придется не просто изменить планы, а тут, возможно, будет что-то такое, когда прежние вот ваши, то, что задумки или какие-то ваши тезисы, да, то, что вы себе разметили, пометили, просчитали, вам тоже придется оставить и переключиться на что-то другое. И это будет связано именно с какими-то внешними событиями. Что вам важно узнать? Что это может быть для вас и что вам нужно знать прямо сейчас? Хочется просчитать, прямо скажем. Ну вот, посмотрите, еще один старший аркан, Луна. Это, знаете, да, правда, мои дорогие, будет какой-то пункт в вашей жизни, когда вы поймете, что нет гарантий в чем-то. У вас и сейчас как будто гарантии, вы уже это чувствуете. Вполне вероятно, сложится и еще и так обстановка, когда вы не сможете медлить, мои дорогие. И знаете, как бы не было это прискорбно мне говорить, но тем не менее, давайте будем честными, откровенными. Две карты, как Луна, так и Верховная Жрица, они не говорят о том, что у нас как на ладони будет какое-то событие, или вот эта новость, которую вы получите. Вам будет, как знаете, прояснение какой-то ситуации. Нет, мои дорогие, тут какая-то путаница будет, где подсказок нет. Подсказки будут только через вашу интуицию. Более того, карты и вам говорят, то, как ты собираешься действовать, это должна или должен знать только ты сам. Тебе никто не даст совет. Более того, если будешь собирать этот совет, то ты как будто, да, вот высшие силы для тебя складывают какие-то обстоятельства, как будто, может быть, ставят даже в тупик такой жизненный, я не исключаю. Поэтому, ну, будьте готовы.
поскольку придется что-то такое предпринимать, которое не в понимании не укладывается. Или когда наоборот вот эти советчики со стороны, или когда, может быть, даже вам что-то пообещали, но вот надеяться-то на это нельзя. Как надеяться на самого себя, так и буквально на высшие силы и интуицию, мои дорогие. А что это такое? Вот так и хочется спросить. А вы знаете, вас тут как будто высшие силы ведут, тем не менее, к благополучию, изобилию, процветанию, к новым перспективам, к уверенности, к надежности. Ведь это карта и традиций, и семьи, дома, финансового благополучия. Тут словно высшие силы ломают какую-то вашу жизненную траекторию, мои дорогие. Мне и удивительно, не очень мне это радостно говорить, все-таки всегда приятно говорить какую-то такую позитивную новость. Здесь позитивная есть, но она не происходит на каких-то таких эмоционально приятных энергиях. Ну, это уже так объективно, я должна сказать. Да, вот как будто десятка, да, земли, мы говорим, десятка пентаклей, изобилие, процветание, семья, может быть, да, решение каких-то вопросов, или пусть это дом, важные бумаги, может быть, отношения с родственниками, какие-то согласования. Но посмотрите, как вы идете к этому пути. Поэтому может быть внутренний такой настрой и взять, что тут на самого себя или саму себя нужно надеяться. И не собиралась задавать вопрос, но так у нас складывается информация. Может быть, кто-то из вас это просчитывает, и, в принципе, вы чувствуете, вы ведь знаете, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Но вот у кого-то это откликается. Но, откровенно говоря, для меня тут как-то очень все сложно. Поэтому хочется спросить все-таки, да, так как быть вам? Пусть нам совет дадут карты, пусть это будет как потоковая информация, может быть, как к чему приготовиться, ваши действия. А вот посмотрите, для вас будет какое-то очень правильное взаимодействие с людьми, решать вот как раз какую-то сложную ситуацию. Карта трансформации, карта башня. Правильные люди, кстати, или правильное скорее общение. Потому что по тройке кубков это не то, что надежно все-таки, да, это сама по себе радость. Поэтому правильно, может быть, с позиции, вот вы человек, нам рассказывали, что вы человек, который способен сопереживать. И вы знаете, вполне вероятно, где-то вот умение, может быть, слушать интуицию, а тут точно нам человек интуитивный, и Луна, и Верховная Жрица нам выпадает. Поэтому то, что будет происходить, будет для людей других тоже неожиданно. Но, может быть, посредством вашего общения, посредством того, что вы сумеете как будто, может быть, кого-то вдохновить. Вот, кстати, как быть. Каким-то образом вам это помогает запрыгнуть буквально в последний вагон уходящего поезда. Вы можете встретить какого-то человека, как быть. Для вас, вот, видимо, не случайно вас судьба, природа наделила таким качеством сопереживать. Вот именно через ваши эмоции, через ваши ощущения вы, как ни странно, можете встретить какого-то важного человека, который может быть как минимум вам полезен, ну, на какой-то процент, на какую-то долю, вполне вероятно и так. Я не могу сказать, что человек ресурсный, который пришел прямо все проблемы наши решить. Нет, скорее всего, в таком вот непринужденном общении. Или просто вы умеете слушать. Вот, понимаете, именно на человека, наделенного таким тонким эмоциональным чутьем, как будто судьба может вознаградить, потому что сложится какое-то общение, когда вам человек может доверить свою тайну. И для вас как быть? Может быть, даже вы умеете, ну, как знаете, не падать духом. Нам в сигнификации о вас это сказали. И к вам обратиться или сведет судьба с конкретным человеком. Смотрите, два короля. И у нас, кстати, тут император. Человека будет именно вас подкупать или, может быть, ну, в хорошем смысле, да, как разоружать. Человек может быть очень сложный, который прошел
тоже какие-то тысячи препонов. Или, может быть, тоже тысячи раз где-то он, ну, нашел вот эти самые грабли, да, среди ровной местности. Может быть, жизнь его сделала вот таким жестким где-то, да, колючим. Я такое тоже не исключаю. Но это может быть действительно ресурсный человек, все-таки карта эксперта в этой колоде, или даже респектабельного человека. Вам действительно посылает, ну, может быть, даже такую персону судьба. Будет какой-то контакт, о котором вы не думали. Или это будет тот человек, который на другой лестнице, как бы ступени лестницы иерархии состоит. И вот тут какие-то обстоятельства, как трансформация, сводят двух людей. У каждого, конечно, будет по-разному. Но, может быть, человек настолько хорошо разбирается в людях, кстати, и вы именно своей вот этой искренностью, неподкупностью, не меркантильными какими-то интересами, а способностью сопереживать привлечете внимание какого-то человека. Вот как быть. Поэтому, может быть, и говорит карта тройка, мы сказали, это не есть что-то пока надежное, серьезное. Но это, знаете, где-то и легкость на подъем, это и легкость в общении, это и умение слушать собеседника. Вот как быть. Вот именно ваше качество, которое вы сейчас думаете, да я всегда вот в каких-то дурацких ситуациях из-за этого и оказываюсь. Но тут замечтаться, понятно, не следует, но тем не менее, это ваша способность такая, которая идет именно от вашего сердца, каким-то образом складывает. Посмотрите, начало новых отношений. Туз кубков. Начало. И нам изображен ребенок. Начало. И это добрые эмоции, которые, они не уходят в никуда. Это, знаете, как самое начало реализации каких-то планов. Не случайно у вас здесь выпадала десятка земли. И интуиция, мои дорогие, также. Ладно, давайте еще узнаем. Вот надо было, наверное, с самого начала вопрос задавать, как быть дальше, да? Потому что потоковая информация, ну, по крайней мере для меня, мере, была так запутанная, как быть. Держать баланс придется. Вот нам сразу говорят. Тут и самоконтроль, и быть готовым к компромиссам, мои дорогие. Вот четко нам говорят, как будто тебе придется. Это тоже будет непросто. Придется как свои настройки изменить. И после, может быть, даже это так складываются у кого-то отношения. У кого-то так будут складываться события. Но, видимо, после какого-то важного разговора или какой-то важной встречи может пройти какой-то период, да, по аркану именно баланса, это умеренности аркан. И в то же время следом за этим будет такой пункт, как точка X в вашей жизни, когда врываются буквально какие-то перемены, и вам придется действовать очень быстро. Вам придется, может быть, переключиться на какую-то активность, как минимум 2 таких поворота в вашей судьбе, когда, может быть, это будет как необходимость с кем-то правильно провзаимодействовать. Факт. У вас может решаться точно так же где-то финансовый вопрос, который какое-то время стоит на паузе, но тогда выход вы как будто найдете. И я не могу сказать, что вот этот человек, который появляется, все-таки тут явно есть какой-то человек. Я не могу сказать, что он вам финансовую помощь окажет. Нет, потому что тут нам от начала до конца об эмоциях говорят. Ну, кто знает, тут есть какое-то его величество случай, потому что по аркану умеренность иногда проходит такой момент, как не случайная случайность или какая-то, ну, как стечение обстоятельств. И вот именно что-то, какой-то пункт ускорит ваше решение, и вы как будто все равно найдете вариант, как вам правильно поступить. Давайте узнаем еще, как быть. Туз жезлов. Приготовьтесь, мои дорогие, к тому, что у вас, ну, как минимум 3, может быть, будет даже важных новости, а то и поворотных момента в ближайшее время, в ближайшей перспективе. Будет тут и какой-то важный человек. И я не исключаю, что это будут и какие-то документы, или это будут какие-то инстанции. Но, видимо,
ситуация так либо требует по финансам, либо это может касаться какого-то очень важного вашего решения. Да, вот у нас вот так последний ряд именно складывается. Десятки землей вы идете, да, и мы тут говорили, что ну так идете, ну как на ощупь. Но, видимо, после вот это начало и состоится, посмотрите, два ребенка, два ангела, как будто будет вас что-то и вдохновлять, и действовать захочется. Это вы как будто дважды становитесь сильнее. Значит, больше оптимизма, больше активности, больше ясности. Когда туз жезлов – это всегда ясность. Туз жезлов часто делит нашу жизнь на период до и после, поэтому какой-то поворотный момент определенно будет. Ну, может быть, от вас это потребуется, и еще одновременно, как выполнять какую-то рутину или что-то сохранять. Будьте готовы к этому тоже. Давайте мы достанем карту совет. Как вам действовать? Мне так и хочется спросить. Важная информация. Пусть нам дадут важную информацию. Как вам действовать? К чему приготовиться? Будет то, что имеет смысл. Королева мечей, ну или королева воздуха. Будет то, что есть смысл разузнать поточнее. Но эта карта, как ни странно, имеет в себе радость несет, мои дорогие. То есть будет элемент того, что вас совсем скоро обрадует. Где-то умей дарить, но дозированно. Все-таки королева мечей. Умей дарить дозированно свои эмоции. Умей не погружаться в чужие проблемы. Будет такой момент, когда себе нужно, как сказать, стоп. Потому что иначе я как соскальзываю в какие-то эмоции. Может быть и так. Возможно, вам придется принимать однозначное решение и действовать в одиночку. При этом у вас будет действительно какой-то человек и будет какой-то выбор, мои дорогие. Значит, ну, как будто пусть человек есть, да, или пусть есть какая-то персона, с которым есть договоренности или есть какие-то предварительные согласования, у кого чего касается. Это может тоже где-то сопровождать сильные эмоции или вот этот выбор. Но тебе нужно реализовать что-то самой или самому. Давайте еще карту совет. Но баланс, видимо, мы не отменяем. Вот посмотрите, тройной баланс. Сама по себе карта старшего аркана, да, эквилибрио, или мы говорим умеренность. Дальше, выбор, аркан влюбленные. И двойка земли, мои дорогие, девочка изображена, опять же, эквилибрио, и держит она этот баланс. Ей как будто нужно вот и по этой тоненькой жердочке. Вот вам, видимо, придется такая узкая какая-то тропинка. Или создастся какая-то ситуация. Или новость будет такова. Принять во внимание нужно. И действовать нужно самой, ну или самому. А вот вправо-влево как будто я не могу оступиться. Поэтому отчасти эта карта говорит, представь, что это у тебя, вот как в детстве, да, ну так, аллегорически, что это начало-начал. Мы с вами об этом говорили. Ты только идешь, ты только начинаешь какой-то новый совершенно путь. Поэтому ты и не видишь. Поэтому где-то и слушай интуицию тоже. Но вся наша жизнь игра. Представь, что ты ведь ресурсный человек, поэтому ты в любой момент можешь что-то изменить, переиграть. Поэтому создай какую-то свою как будто игру. И тогда тебе легче будет пройти буквально этот путь. Это если как карта совет. Но балансировать придется. И контактировать, мы это все не отменим, с конкретным человеком тоже. Еще одну карту. Четко говорит карта, тебе придется оставить все то, что ты считала очень важным. Вот как эта посуда, которая никогда не кончается. Самое важное, вот этот предмет. И мы не понимаем, да, что это за предмет. Но точно так же и вас могут не понимать. Вот как для этой девушки, она не случайно положила монеткой это или, ну, что-то такое, может быть, амулет, или это какой-то талисман она положила на край стола, но она-то считала, что сначала надо посуду, вот эти жезлы 10 перемыть. Но перемыла и рухнула буквально от усталости. А посуда никуда не делась, вон она опять, эта гора стоит. Я, конечно, шучу, но я пытаюсь передать смысл карты. Мы не должны падать от усталости. Вот вам правильно распределить силы. Причем правильно, может быть, распределить и финансы. Потому что не должно быть
стресса конкретно, и не должно быть дисбаланса, мои дорогие. Вот все нам карты буквально говорят. И значит, для вас это будет, может быть, не повторить какую-то ошибку, не поддаться на какие-то уговоры, которые вас приведут или усложнят вам как-то ваше положение, не включиться в какой-то чересчур эмоциональный процесс и не терять, может быть, даром времени. Я такого тоже не исключаю. Помните, что у вас сейчас на кону что-то важное. То, что знаете только вы сами. Это как мечта, это как какая-то возможность. Но она требует, чтобы и этим именно занялись. Не вот то, что вот эта рутина, да, она будет сохраняться, мы тоже с вами говорили. Но невзирая на рутину, которую мы не выбросим из нашей жизни, ну, давайте будем реалистами, но, значит, это нужно свести, может быть, как какой-то таймлайн себе поставить. То есть распределить собственное время, чтобы это было максимально продуктивно. Вот у вас какой-то такой период жизни, может быть, это как прелюдия перемен. Когда, я говорила, как минимум 3 раза какие-то повороты судьбы могут быть, судя по картам. И вам придется вот этот поворот за поворотом проходить. И здесь нет какого-то единого сценария. Каждый раз у вас много старших арканов. Это будет с какими-то вариациями, с какими-то новинками эта история. И каждый раз это будут, как, знаете, пробные шаги. Вот словно эта девочка по тоненькой жердочке. Потому что раньше мы как будто так не ходили. Или раньше мы так не играли. А, по-видимому, придется. Но есть ради чего. Хотя ведь у кого-то ведь, правда, может даже в личной жизни, смотрите, что-то прояснится. Или по работе, пусть это, да, когда вы как релацироваться собираетесь, и тогда десятка земли будет говорить о том, что оно того стоит. Но если что-то стало на паузу, или рассмотреть альтернативный вариант, или, может быть, что-то подобное, но в другом амплуа, в другой области. Сама идея вот какая-то ваша хорошая, это факт. Вот в целом очень такое может быть продуктивное, хочется сказать, продолжение, которое меняет ваше качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете чудесные комментарии и искренние. Я всегда с удовольствием читаю, потому что многие из вас описывают жизненную ситуацию. А вот опять же, когда делаем расклад, я же ведь не вижу, я даже порой, поверьте, я думаю, а что это вообще такое, с чем это может быть связано. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.